Привет! Меня зовут Надежда, и сегодня хочу рассказать про технику вышивки, которая называется свободный стиль. То есть мне нет никаких правил, ограничений. Можно делать петельки, зигзаги, завитки. Вообще просто, даже если вы никогда не вышивали, эта техника буквально создана для вас. Для такой прекрасной вышивки вам понадобится только кусочек фатина, немного мулине, конечно, ваша фантазия и пяльца. Без них не обойтись, но можно даже вместо них использовать что-то другое. Но лучше купить пяльца, причем закручивающиеся, чтобы фатин у вас никуда не ускальзывал. То есть не декоративные пяльца, а именно такие профессиональные. Вышивка на одежде еще никогда не была такой простой. Это просто фантастика. На самом деле сейчас очень популярна одежда, когда вот одевается рубашка, платье, топик даже, а сверху одевается такая рубашка из фатина, я не знаю, ночнушечка из фатина, на которой как раз вышиты какие-то сюжеты. И это выглядит просто волшебно. Получается, что вышивка такая воздушная, обволакивает человека. Кстати, это уже мое 50-е видео. Просто фантастика. Даже не верится, что я сняла уже так много видео и смонтировала их. Спасибо всем, кто меня смотрит. Вы самые лучшие. Благодаря вам хочется творить и делать новые видео. Сейчас изучаю живопись и вообще прокачиваюсь в плане рисования. Хочу рисовать очень круто, но я как понимаю, что это процесс бесконечный. И учиться это про дело всей жизни. Собственно, поэтому недавно открыла свой магазинчик на Etsy. Хочу двигаться вперед, развиваться, плюс изучению английского никогда не повредит. И буду периодически делиться с вами заметками по поводу этого ресурса и успехами. Это я даже для себя хочу фиксировать, как у меня будет продвигаться, с какой скоростью процесс развития магазина вообще происходит. И вообще изучать что-то новое — это всегда интересно. Если вы также хотите открыть свой магазинчик, но как-то не решались, какие-то сомнения, или вы даже не знали об этом, то можете попробовать, просто попробовать, почему бы нет. И даже для этого у вас будет 40 бесплатных листингов. Ссылка в описании. То есть вы сможете бесплатно разместить 40 товаров. Согласитесь, это немало. И я, кстати, еще свои не заполнила. Хотя говорят, что магазинчик начнет работать, когда в нем появится хотя бы 50 товаров. Есть еще над чем работать. Еще до того, как узнала, что буду снимать 50-е видео, решила вышить дверку. Дверку в лето. Согласитесь, дверь, образ двери — это как-то символично, да? Дверь в новое. Вообще мы открываем дверь и попадаем куда-то. И, собственно, раз мы открыли дверь, то есть нам туда надо, за эту дверь. И как-то так все вместе совпало, мне понравилось, что я на 50-е видео буду делать именно дверку. Хотя символизирует у меня она дверь в лето, так как мне очень сильно не хватает лета, зелени. Недавно ходила даже в ботанический сад. Там мне очень понравилось, но из-за того, что людей очень много, это было скорее похоже на очередь в этом саду. Еще, знаете, не хватает траволатора, на который ты встаешь такой и вот едешь такой. Кстати, может быть, это даже было бы интереснее, чем толпиться вот так вот. Но только я бы хотела проехать несколько кругов, хотя бы раза 2-3 вокруг оранжереи. Хотя было очень круто. Так что если у вас в городе есть ботанический сад или оранжерея, или даже просто кафе с кучей зелени, растений, пальмами, я не знаю, обязательно сходите. Это очень сильно поднимает настроение. Я прямо целую неделю ходила и все, хочу себе тоже домой кучу растений. Так что вот, это новые растеницы, которые поселились у меня. Я им безумно рада. Постараюсь за ними ухаживать, чтобы они не высохли. Вот.
Сейчас с удовольствием смотрю влоги художников из Турции и Таиланда. От их видео прямо веет теплом. Ну, это, конечно, зависит еще от блогеров, но и даже от атмосферы. Кажется, что да, там, где они снимают, там тепло. Собственно, мне сейчас этого очень сильно не хватает. И вот я решила сделать свою дверку в лето. В лето Греции. Я когда там была, мне очень понравилось. Эти белые домики, синие дверки. Все выглядело очень сказочно. Вышивка свободной техники на фатине уже давно захватила мое воображение. Можно вышивать очень красивые сюжеты, а способов применения такой вышивки великое множество, начиная от тапочек, заканчивая шапочками. То есть на ваше усмотрение и на ваш вкус. Эту вышивку можно нашить как и на рубашку, на поло, на шапку. Сейчас у нас еще такая весна, когда снега на улице, поэтому тоненькая шапочка тоже послужит отличной основой для такой вышивки. Самое крутое, мне кажется, это на футболке и на шопере. Это выглядит вообще просто бомбически. На футболке, например, можно вышить огромное количество дверок разных размеров, можно даже разных цветов, я не знаю, но и разместить в хаотичном порядке, и получится такой арт-объект даже. Очень красиво должно получиться, кстати, идея, если кто заинтересовался. Я люблю делать вышивку на одежде. На последнее время поняла, что мне более интересно делать именно броши. То есть брошь я могу повесить и на футболку, и на рубашку, и на шапку. И то есть одну вещь можно использовать по-разному. Для меня это очень важно и играет решающую роль в моем выборе. Меня, кстати, спрашивали про то, как вышивать на обуви. И вот вы дождались. Это самый крутой и удобный способ. Так как вы вышиваете на фатине, рисунок у вас получится ровненький, красивый, и уже потом вы этот рисунок обработаете и просто нашьете на кеды. И будет выглядеть супер круто. Это я вам гарантирую. Так что дерзайте. Мне кажется, это, да, один из самых удобных способов вышивки на обуви. Наконец-то удалось купить фатин с мелкой сеткой. Для меня было очень важно, чтобы как раз она была не супер жесткая, а средней жесткости и с мелкой сеткой. Да вот, настал тот момент, когда я увидела этот фатинчик и такая, как круто, спасибо вам огромное. Еще добрая продавщица мне его продала, потому что я на самом деле пришла уже в 6:05, а магазин тут закрывается в 6. Вот, но мне повезло, у нее было хорошее расположение духа, и она мне продала его. Я сказала, фух, слава богу, спасибо, пункт выполнен, так что теперь можно приступать к вышивке. И, кстати, мне так понравилось вышивать на фатине, что я даже продолжу это делать. Мне кажется, вышивка на фетре выглядит более грубо. Ну, может быть, даже она так не выглядит, но теперь мне так кажется, что вот душа у фатиновой броши гораздо тоньше. Меня прямо захватила эта тема, и я, пожалуй, пока что вышиваю на фатине, пока не надоест. И как раз вот эта свободная техника — это просто чудо. Советую всем попробовать, это даже для релакса. Без напряга, спокойненько сидите, вышиваете. Если что-то вам не нравится, вот просто сверху этого стежка, который вам цвет не подходит, другим цветом пройдетесь и вот так создадите идеальное изображение. Кстати, если хотите вышивать бисером, то можно свернуть фатин пополам, даже с мелкой сеткой. Я, кстати, часто такое видела, что да, фатин сворачивают пополам и уже вот на таком варианте вышивают. Сначала нарисовала эскиз. Из-за того, что мой объект очень геометричен, решила отрисовать схему с помощью линейки и циркуля. Но, поняв, как это долго, решила, что на компе гораздо быстрее и удобнее. Распечатываю картинку и раскрашиваю ее, чтобы примерно представлять, где какие стежки буду делать. Отрезаю кусочек фатина. Пяльцы в итоге решила взять закручивающиеся, чтобы ткань точно никуда не убежала. Еще видела, что нижний круг обматывают, чтобы фатин не ускользал.
Ну и без этого у меня было все ок. Так, теперь очень интересный вопрос. Как же перенести рисунок? Я сначала попробовала это сделать с помощью простого карандаша, потом гелевые ручки, лайнеры, но что-то было не то. Но главное, у меня оказался перманентный маркер, и вот с помощью него как раз очень хорошо переводить изображение на фатин. Мне кажется, очень четко получается, и как раз с помощью него можно делать великолепные сложные вышивки. Подготавливаю мулине. Начинаю вышивать с черного контура. Сейчас я просто двигаюсь иглой вперед. Часть нити оказывается наверху, часть под фатином. Потом буду вышивать свободной гладью. Можно контур сделать с помощью контурного шва или косичкой. Просто показалось, что сейчас можно сделать все быстрее и проще, в одну линию. Так как еще буду утолщать контур в конце работы. Дверку вышивать оказалось очень интересным занятием. Хотя огромное количество параллельных линий – это то еще испытание. Какие-то моменты переделывала несколько раз, но в итоге решила, что буду выправлять неровности уже в самом конце. И это оказалось правильным решением, так как такая вышивка на фатине меняется буквально на глазах. После того, как с контуром закончила, за основу беру синий цвет и начинаю заполнять им почти всю дверку. Двигаюсь прямо, и стоит обращать внимание, как ложится нить, так как то, что находится под фатином, может быть видно в конечном варианте. Оставляю промежутки, чтобы впоследствии заполнить их другим цветом. В этой работе использовала 2 синих светлее темнее, 2 бирюзовых оттенка, а также белый и желто-оранжевый. Именно это мулине у меня с градиентом. И в вышивке правда выглядит интересно. Старалась вышивать таким образом, чтобы свет как бы падал на левую сторону, а справа была тень. Обожаю смотреть Птушкина, «Орла и решку» и «Жизнь других» с Жанной Бадоевой. И, кстати, стала замечать, что далеко не во всех хочется лично мне попасть, как-то даже не тянет. Но также есть места, в которые безумно хочется окунуться, там побывать, походить по окрестностям. Мой шорт-лист, если говорить о морских путешествиях, то это Португалия, Бали, Коста-Рика, мое недавнее открытие. Говорят, что если не можешь идти навстречу своей цели, то ты хотя бы ползи или лежи в ее направлении. Я, конечно, сомневаюсь, что это работает, но почему бы и нет? Почему бы не попробовать лежать в ее сторону? Или хотя бы не делать какие-то маленькие шажочки в достижении своих целей? Почему бы и нет? А какие ваши любимые и мечтательные места? Обязательно поделитесь этим в комментариях. Я уверена, они у вас есть.
Мне очень интересно. Меня всегда завораживает разнообразие и то, насколько мы все разные, и насколько всем нравятся разные объекты, предметы, путешествия. Это все очень интересно. Дорабатываю брошь и выравниваю все квадратики и окошки и доделываю контур, утолщаю его. Ура! Вышитая дверка выглядит просто восхитительно. Так и хочется открыть ее, так и манит. Вырезаю вышивку с фатина, оставляя по краям миллиметров 7. Подшиваю эти краешки к задней стороне. Подготавливаю материалы. Для создания броши мне понадобится жесткая канитель, кожа для задника, уплотнитель и булавка. Перевожу силуэт дверки на уплотнитель, после чего переношу контур на кожу. Теперь подрезаю уплотнитель на 5 мм с каждой стороны. Пришиваю к нему брошь. Склеиваю уплотнитель с вышивкой с помощью клея «Момент Кристалл». Делаю 2 разреза на заднике и одеваю его на булавку. Такой вариант оформления булавки мне нравится больше всего, так как мне кажется, так получается самый опрятный вариант задника. Склеиваю все детали. Чтобы край броши стал более плотным и не махрился, прохожу по нему также прозрачным клеем. На самом деле брошь уже можно так и оставить, но я не доверяю клею и лучше пройтись по краю броши либо бисером, либо канителью, сшивая все детальки. Работать с канителью очень просто. Самое главное, она должна быть жесткой, и тогда все у вас получится. Легонько расправляю звенья, чтобы сквозь них проходила леска, и укладываю на край броши, сшиваю все детали. Стежки стараюсь делать одинаковыми. Этот момент также придает аккуратности всей работе. Брошечка «Дверь в лето» готова. Где? Вот она. Посмотрите, какая она крутая. Мне очень нравятся такие стежки. Они, кстати, выглядят очень живописно. Прямо импрессионизм вышивки. Это очень круто. Советую всем попробовать. Это достаточно просто вышивать, а удовольствие получите. Вот так. Огромное удовольствие получите. Ее было очень приятно делать и мечтать о теплых морях
и густой зеленью. Не знаю, вот тропики это прямо мое. Обожаю. Вот в ботаническом саду было просто восхитительно. Надеюсь, вы так же, как и я, хоть ненадолго почувствовали близость лета. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Желаю творческих успехов. С вами была Нерианда. До новых встреч!